Середина осени уже. Это когда еще вроде тепло в привычных шортах, но уже холодно в щитах. И листья, как обещания, сначала шумят, потом падают. И все что-то ждут от Будапештского меморандума. Одни ждут решения, другие — рассрочки, третьи — чтоб хоть кто-то, наконец, выключил телеграм. Интенсивность прогнозов, как сахар в чайнике общепита. Сыплют вроде щедро, но на вкус все равно пустой кипяток. В любом случае напоминаем себе о материальной основе. Где солдат, там берцы. Где берцы, там грязь. Где грязь, там карта, над которой аккуратно нарисовано: в 26-м году будем выпускать... На всякий случай карандашом. Доброго здоровьячка, хунту и хунтуборы. Мы из Украины. Сегодня эксперимент. Если зайдет, чиркните карандашиком в комментах. Говорят, наступательный потенциал Московии пока не исчерпан. Красивое слово. Потенциал. В молодости это мы называли «если повезет», то есть технически способны давить еще месяц. Раньше, по версии оратора в главной рубке, наступали по всему фронту. Сейчас владеют стратегической инициативой. Прекрасно владеют, как мы в детстве владели пианино у соседей. Открывали крышку, смотрели на клавиши, закрывали. Владение было. Музыка, когда взрослые подсаживались. Движение есть, говорят, в районе Купенской есть, в сторону Лимана тянутся, на Покровск нажимают. Где-то уже почти зашли, где-то только шевелятся. Шевеление — слово нежное, физиотерапевтическое. Но даже по характеру применения частей видно, планы нарушены. Как план семейного ремонта. Начинали с «поменяем лампочку», закончили «снимите меня с подоконника, а то я тут закончил красить пол». Вот, например, героическая морская пехота, собранная для похода на Константиновку. Понятно, красиво. Выйти на карту, покашлять в кулак, сказать «мы к морю» всегда бодрит. Но бросили ее тушить другое. Добропольское вклинение. Там сейчас горит, в переносном смысле, в суровых видео в прямом. Сгоревшая техника не спорит. Не спорят и те, кто на ней не доехал. Планы относительно Константиновки будут скорректированы. Перевожу с военного. Потом. А потом — это когда начинает идти снег, и все наступательное превращается в бесконечное обтирание ног о коврик перед городом. Перспектива следующая: войти в зиму и штурмовать города из полей. Это как в тапочках бежать по льду. Движение вроде есть, но над результатом ржет весь YouTube. Командованию отведен месяц на чудо. Не на обычное, на плановое. Нужно срочно много подготовленных войск. А где их взять? В акцию? По купону? Или как-то сломать украинский тыл масштабно и нанотехнологично? Но рынок чудес, простите, в дефиците. И это понимают все участники очереди. Поэтому звучит музыка затяжного противостояния. Долго, шумно, с минимумом шансов на перелом в пользу. В эту мелодию на подтанцовке выходит слово «ультиматум». А почва под ним, как под дачным домиком, вроде-то стоит, но лучше не прыгать. Хочешь ультиматум? Покажи нечто неожиданное. Не можешь? Прими реальность на земле. Сам же говорил. Реальность, она как тара. В нее помещается только то, что реально помещается. Есть еще фронт без стрелочек. Внутри. Там, где нефтебазы, НПЗ и подстанции. Где электричество, там искра. Где искра, там цитаты в новостях. Саратовские МПЗ помнят. Кстово что-то случилось. Приятно, когда бюрократический язык совпадает с народным. Что-то случилось. Кто-то где-то как-то и уже временно затруднено. В Феодосии горит, в Гвардейском загорается. В очереди на заправке выясняется удивительное. Бензин, говорят, разбавляют. Ну, конечно ж, как не разбавлять такое счастье в условиях ограниченного праздника? Народец по форумам уже отчитывается. Двигло накрылось после этого нового бензина. А неразбавленного нету. Да и пофиг, двигла все равно больше нет. Профит? Общий ущерб пока не ясен. Это всегда так. Когда не ясен ущерб, ясен дефицит. По тягловым подстанциям РЖД пробегает нервный ток, на складах характерное потрескивание. В ночи над Сочи-Адлером было беспокойно, и ПВО показало себе, как хороший оркестр в темноте. Долго играет, пока не попадет по своей ноте. Су-30СМ взлетел, россиянское ПВО выдало «внимание» и все. Самолетик стал экспертом по гравитации. Теперь его надо чем-то заменить. Чем? Вопрос для отдела «Креатив и логистика». Как понять чувствительность ударов? Один человек со светлой головой оценил: эффект больше многих санкций. Хорошо сказал, сухо, как бухгалтер в конце квартала. Ваша активность навела порядок в наших отчетах. Российская речь на это отвечает старым приемом.
А англичане гадят. Если что-то горит, это британцы. Если где-то шумит, это британцы. Если молчит, это британцы отдыхают. Сама мысль, что украинцы могут обыгрывать, неподъемна для Раша гордости. Ее проще переложить на острова. И народцу проще объяснить. Когда доходит до признаний, у всех внезапно садится связь. Москва продолжает вести себя как хулиган у подъезда. Раньше пугала, теперь мешает парковке. Вот рыфовская подлодка идет в надводном положении, потому что погрузиться не может, поломка. Шведы говорят, видим. ФБР сообщает, активность противника растет. Европа реагирует неторопливо, как человек с мигренью. Знает, что причиной может быть все, от погоды до соседского праздника. Потому запрос двоякий. Хочется разрядки, но хочется, чтобы потом это не пришлось снова заряжать. Значит, нужно решение комплексное, воспитательное, чтобы перестали путать глобальную карту со школьной переменой. И, кстати, сам инициатор провоцирует жесткие меры. Нажимает, давит, пытается говорить громче, чем его слушают. В ответ контртеррористические режимы подтягивают ремни, а чьи-то активности вдруг перемещаются туда, где начинали речи о великом спокойствии. Ситуация в Украине сложная и хуже, чем хотелось бы. В России тоже хуже, чем обещали. И вот тенденция. Упрямство – дорогое хобби. Цена месяца растет. За месяц можно выучить язык, пробежать марафон, закрыть кредит или наоборот. Тут выбирают наоборот. Темная лошадь политической карусели уже говорит громко. Если замахивался на гегемонию, а план не сработал за неделю, подумай. Хороший совет, простой. В нем есть все, кроме рецепта. Говорят, встреча состоится в Будапеште, где-то к началу ноября, аккурат крупной дате по их календарю, годовщине выборов мага-президента. Удобно, вокруг даты всегда хорошо продаются слухи. Грядет лавина домыслов, но мы уже опытные лыжники. Лавину можно переждать, если вы вовремя нашли хорошую крышу. А если нет, лучше не дышать громко. Вывод для нас с вами простой, как закрытый подвал, хотя еще вчера там было убежище. Стойкость общества влияет на любые переговоры больше, чем синхронное выступление. Надо меньше слушать «а у меня есть мнение», больше готовиться к коммунальным сюрпризам. Там все честно. Если согрелся – молодец. Если нет – подкидывай дрова. В тылу вообще все просто. Горячая вода – самый убедительный вечерний гундосик. А война даже из штаба – это, увы, не только география и металл. Это люди, которым хочется чай, свет, аптечку и телефон, который есть где зарядить. Когда говорят «стратегическая инициатива», где-то внизу затягивают шнурки. Когда рисуют красные стрелки, кто-то ищет, куда ж все-таки эвакуироваться со всей семьей. И каждый день выбора – это не только уйти вперед или отступить, это еще и дойти домой. У каждого свое домой. У солдата – туда, где не стреляют. У чиновника – туда, где не спрашивают. У обычного человека – туда, где ремонт можно наконец-то закончить. Таблицы любят точность, люди любят надежду. Сводки — это половина истории, вторая половина — вода в кране. Любая сторона, у которой не сошлись цифры, сразу вспоминает легенду про невидимую руку. Рука, кстати, часто видимая, просто ее показывают с другого ракурса. Сейчас все рисуют чего-то, карты, графики, объемы будущего производства. На графиках красиво, линии, стрелочки, тренды. Но зима умеет рисовать лучше. Она рисует лужи, в которых тонут идеальные планы. Она рисует лед, на котором скользят смелые речи. И рисует пар изо рта, тот самый, который превращается в «позвоните весной, а счет оплатите сейчас». У каждой войны есть финансист, тот, кто объясняет, почему все идет по графику. График, правда, уже другой, но на графике все аккуратно. Цены появляются как грибы, хорошие занесены в Красную книгу, а остальные в чек. Индикаторы врут редко, они молчат часто. Но когда заговорят, уже не договоришься. Растет стоимость логистики, рвутся тонкие ниточки поставок, качество проседает, как старый диван, и все чаще слышим слово «замена». Замена — вещь удобная, пока не выясняется, что заменять нечем. Каждый удар по подстанции — это не только темный кусок на карте. Это длинная беседа в очереди. «А вы слышали?» «Слышал». «Выключили?» «Включат». И лирика продолжается до момента, когда включили. Включили — значит, жить будем. Выключили снова — значит, жить будем экономно. Электричество вообще удивительная вещь. Когда все работает, никто не благодарит провод. Когда перестало, все ругаются, ибо электричество, как любовь, его не видно, а без него холодно и темно. Обвинять внешнего — древнейший способ согреть внутреннего. Это все они. Какие они? Те самые. Всегда есть те самые, у которых есть карта, ключи и злой умысел. Удобно. Не нужно объяснять, почему попало не туда. Достаточно сказать, ветер был не наш.
Но риторика, как и батарея старого телефона, перегревается. От нее не светло, только горячо. И все чаще люди включают свой режим холодного чтения. Слушают, кивают, складывают свое. Заметили? В тишине вопросы умнеют. А любая встреча больших людей — это как перепрошивка светофора. Все стоят, ждут зеленый. Кто-то нервничает, кто-то сигналит, а потом загорится, и каждый все равно поедет по-своему. Саммит — это часть ритуала цивилизации. Мы встретились, улыбнулись, сделали вид, что у нас есть план. План есть. Он называется «Как-нибудь пропетлять зиму» у всех сторон. Просто у одних план толще, у других теплее, а у третьих внезапно заканчивается жизнь. Что ж делать обычному человеку? Вот список, который не стыдно повесить на холодильник. Зарядить все, что заряжается. Запастись тем, что заканчивается в самый неподходящий момент. Разговаривать с соседями так, будто вы молодожены и у вас медовый месяц. Держать аккуратный запас наличных, электронная может заболеть. Беречь новости, употреблять дозированно после еды. Помнить, тепло — это когда вы стали полезны друг другу. Так вклад каждого в переговоры становится осязаемым. Когда в доме свет, переговоры идут лучше, даже кот не даст соврать. Победы любят тишину, поражения любят объяснения. Сейчас объяснений много, тишины мало, значит, продолжается процесс. Мы будем слушать, как одни говорят, что наступают, другие, что ситуация контролирована, третьи, что все идет согласно замыслу. Замысел, кстати, великая вещь, он всегда прав, пока не встретился с местностью. А местность — это люди, дороги, погода и несвоевременные вопросы. Местность редко бывает лояльной, она просто есть. Зима — лучший экзаменатор. Она не задает лишних вопросов. Она смотрит на трубы, на кабели, на запасы и ставит оценки. У кого отлично, тех не слышно. У кого неудовлетворительно, слышно всем. На этом фоне любые политические фейерверки выглядят как хлопушки в подъезде. Громко было. На полу бумажки, и их придется кому-то убирать. Подведем. Упорство дорого, иллюзии еще дороже. Стойкость дешево не купить, но выгодно содержать. Если кто-то рассчитывает пересидеть всех на табуретке из лозунгов, табуретка рано или поздно попросит перетяжку. Перетяжка тоже материальная основа. И все же общий вывод прост. Хулигана надо не только уговаривать, но и отучать. Как? Комплексно. Чтоб скучно было повторять, чтоб еще раз было дороже, чим никогда больше. Зробіть донат і репост, якщо ви теж прагнете перемоги України. Доля і ролики України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!